Привет, друзья! В этом видео я дам один крайне эффективный способ, чтобы забыть бывшую, разлюбить ее, выполняя который к концу второй недели тебе уже гораздо меньше захочется думать о ней. У тебя проснется аппетит, мир заиграет новыми красками и даже ты начнешь обращать внимание на других женщин. Ну а если вдруг захочется, сможешь без проблем вернуть бывшую, при этом не сорвавшись при игноре, а в последующем занять однозначно честную, сильную позицию. Давайте с этим разбираться, парни. Зачем вообще нужно понижать значимость? Давайте начнем с этого. Первое. Для того, чтобы начать уже наконец полноценно жить. Для того, чтобы полностью восстановиться. А для этого логично нужно оставить эту ситуацию в прошлом. Я имею в виду разрыв отношений. И поскорее забыть. Навряд ли кому-то нравится пребывать в этом состоянии, когда не хочется ни есть, ни пить. Ты полноценно не живешь. Я думаю, кто переживает эту ситуацию сейчас, меня прекрасно понимает. Второе. Понижать значимость также нужно, если мы вдруг хотим реанимировать наши отношения с бывшей девушкой. А поскольку реанимация отношений – это процесс не быстрый, в среднем он происходит от 3 до 6 месяцев, то если не понижать значимость, очень велика вероятность сорваться, написать. А это, в свою очередь, обнуляет все сроки и отбрасывает нас далеко назад. Третье. Когда бывшая девушка возвращается, если значимость недостаточно понижена, мужчины часто совершают ошибки в общении, в поведении. Они общаются с позиции снизу. Женщина понимает, что игнор был блефом, она теряет интерес, она уходит. То есть вопрос понижения значимости очень важный. Это вопрос контроля себя. Как ты сможешь контролировать женщину, правильно общаться с ней, прогнуть ее, если ты не в состоянии контролировать себя сам? Вот буквально недавно обратился ко мне мужчина, и это довольно распространенный случай, со словами «все, влюбился, не могу, неожиданно». В чем суть истории? Вот была девушка, которая писала постоянно, инициировала встречи, вкладывалась, то есть всячески пыталась как-то войти в отношения. Но с его слов она его не цепляла, не тянула к ней физически просто. Потом произошел момент, когда она ему не писала примерно неделю. Какие-то у нее там были дела, неважно, не суть важно. Важно, что тот поток, вот этот избыток внимания, он резко прекращается. Мужчина к нему привык. Что он делает? Он берет и пишет ей сам. Где ты? Куда пропала? Давай увидимся. Девушка берет телефон, смотрит сообщения и понимает. А ведь она никогда не получала от него сообщений. Он никогда не писал ей первым. Она почувствовала вкус крови. Она ответила: извини, я не могу, я занята. Произошел перехват ролевой инициативы. Что делает мужчина? Он психует, он бросает трубку и добавляет ее в черный список. Женщина окончательно теряет к нему интерес и пропадает. Либо другой распространенный случай. Я думаю, многие узнают себя. Когда мужчина уже находится в отношениях, в долгих, там может быть 1, 2, 3 года, 5 лет, неважно. И вот скучно ему. Женщина вкладывается, она заботливая, она хозяйственная, она отдает. Но скучно, эмоций не хватает. Что делает мужчина? Он думает о том, чтобы с ней расстаться, мотивируя это тем, что скучно. Либо появляется на горизонте какая-то проблемная особа, которая, естественно, дает ему эти эмоции. В итоге он принимает решение все-таки расстаться с этой женщиной, разрушить отношения и уходит. Проходит неделя, несколько недель, может быть месяц. С проблемной женщиной, естественно, начинаются проблемы, начинаются ссоры. Либо она его сливает, либо просто появляются чувства ностальгии. Он пишет ей, а она в ответ: нет, извини, все кончено. Перехват ролевой инициативы. Ну а дальше по классике в ход идет тяжелая артиллерия. Цветы, кольца, подарки, ожидания у подъезда, попытки поговорить. Ну и как следствие полная инверсия доминирования. Конечно, женщина это делает все интуитивно, она не разбирается во всем этом. Она просто может дать действительно верить в то, что раз мужчина так старается для отношений, надо дать ему еще один шанс. И очень часто дает, в надежде, что ее чувства проснутся. Но поскольку она теперь занимает доминирующее положение,
ее сердце молчит, она ничего не испытывает к этому мужчине. И в итоге она говорит тебе такие фразы, что вот ты не тот, который был раньше, я к тебе ничего не чувствую. Да, она, может быть, хотела бы почувствовать, но она не может, потому что ведущие позиции теперь находятся у нее. В итоге мужчина приходит ко мне на консультацию и говорит: как же я ее люблю. Вот только сейчас я понял, что люблю ее. А раньше я этого не ценил. А сейчас я это осознал, я страдаю без нее. Любовь ли это? Нет. Это желание обладать, получить тот комфорт от девушки, который был раньше. Ведь раньше она могла приехать по щелчку пальца. То есть, очень важная мысль. Мы влюбляемся не в саму женщину, а в образ, который формируется в процессе нашего с ней общения, отношений. И в процессе этих же отношений мы этот образ идеализируем, культивируем все больше и больше. То есть образ и реальной женщины, и тот образ, который мы идеализируем, он разный, он отличается. Если провести аналогию, это как две фотографии: ожидание и реальность. Есть фотография, которая сделана в профессиональной студии, там, с профессиональным оборудованием, светом, макияжем. И есть просто фотография селфи. Вот так, как она выглядит в повседневной жизни. Также и здесь идеальный образ и реальный. Следовательно, для того, чтобы нам эффективно занизить значимость, нам нужно этот идеальный образ поменять. Что мы делаем? Когда у тебя появляются мысли о бывшей девушке, когда ты начинаешь ее идеализировать, естественно, хорошие моменты, как вы гуляли, какие-то совместные поездки, как она заботилась о тебе, как она вкладывалась. То есть те моменты, где вы были счастливы. Что нам нужно сделать? Нам нужно постараться вспомнить те моменты, когда вы ее не хотели. Вот не привлекала она вас. В какой-то из дней был переизбыток внимания с ее стороны. Вот не тянуло вас к ней. Вспоминаем это, увеличиваем это. Вспоминаем детали внешности, которые вас не привлекали в ней. Аксессуары в одежде, которые вам не нравились. Вспоминаем все это, накручиваем, увеличиваем в разы и доводим до такого состояния, что вот просто неприятно. Вот состояние отторжения. И резко обрубаем эти мысли и фокусируемся на других делах. Повторяем все это ежедневно, когда приходят вот эти идеальные мысли о бывшей девушке. Далее наблюдаем через неделю и даже к концу второй недели. Вот этот идеальный образ бывшей девушки, он начнет постепенно меняться. Ну а через месяц тебе удастся понизить значимость в значительной степени. У тебя проснется аппетит, ты уже спокойно сможешь заниматься всеми своими хобби, ходить в спортзал, встречаться с друзьями, встречаться с девушками. Да? То есть вот этот мужской интерес, он вновь в тебе проснется. Да, это нелегко, да, это требует усилий. Но что вот может помочь тебе в этом нелегком процессе? Какие мысли, а именно мысли о том, что бывшая девушка обошлась с тобой несправедливо. Ты этого не заслужил. Она точно будет отвечать за свой поступок. Ну, конечно же, не перед нами она будет отвечать, а перед самой жизнью. И найдет ли она кого-то, как она думает? Создаст ли она новую семью? Крайне маловероятно. Это и будет ее наказанием. Постарайся получить даже некое удовольствие от той принципиальности своей, от той мысли, что вот прошел очередной день, и ты не сорвался, ты не написал ей, ты сильный, ты молодец, а она просто не заслужила никаких эмоций в свою сторону. Да, этот путь требует некоторых усилий над собой. Здесь волшебной таблетки не существует, и все зависит только от тебя. Но результат того стоит. Друзья, жду ваших историй в комментариях и скоро увидимся.